Итак, испытание титановой печки. Производство Екатеринбург. Первый раз зажигается она вне палатки. Вот такая вот печка. Видно, как там бушует огонь. Потом я открою. И вот поставил только что кружку где-то на литр, титановую тоже. Посмотрим, насколько быстро это все дело закипит. Вот труба. Труба в этой печке не из титана. Это материал такой, называется пермалой. Она тяжеленькая, конечно, но говорят, что гораздо более надежная. Вот это детали из титана. И кольца тоже из титана, которые удерживают трубу. Когда печка разгорелась, идет только горячий воздух оттуда. Дыма никакого нет. Осенний лес. Вот такими вот дровами, такой величины где-то топится. Посмотрим, сколько времени потребуется, чтобы закипела вода. А вот эта вот цепочка, которой приделана крышка, она серебряная. Вот, надеюсь, предстоящей зимой, поздней осенью эта печка послужит мне. Палатка имеет для разделку для печки соответствующую. Все необходимо там устроить. И буду пробовать в палатке жечь. Посмотрим, как это получится. Видно, что жар идет вдоль трубы. Он. Мощно, мощно. Такое ощущение, что закипает уже, что ли. Да, посмотрим. Нет, еще рано. О, какие красивые цвета у титана. Тончайшая оксидная пленка, в зависимости от температуры, имеет разную толщину, и поэтому за счет интерференции гасятся те или иные участки спектра, и мы воспринимаем это как окраску. Это видно, что по высоте трубы ближе к верху титан, слегка пожелтел, а где там пониже уже синенький такой, а вот на этом патрубке уже все синее, и вся поверхность печки синяя. Ну и сбоку тоже видно синие все эти цвета. Хорошо, на ней есть ребра жесткости. Печка полностью складная, очень компактная, очень легкая. Исключительно здорово сделана. Я прям в восторге. Печь просто загляденье. Вот для заготовки дров использую пилу. Вот с таким вот зубом. Очень легко пилится, удобно, особо толще, чем вот это, не надо. Когда заложены свежие дрова, еще сыроватые, из трубы идет дым. Потом, когда она разгорается, дым уже перестает идти, идет просто воздух раскаленный, газы там всякие. Вот это вот трубка такая раскладная, чтобы раздувать угли в печке. Она из нержавейки. Ну и что тут у нас делается, сейчас посмотрим. Ух, как она раскалилась. Ну так. Начинает что-то там закипать. Но еще не совсем. Конечно, это не газ. То есть это не так быстро. Дождь пошел. Вот это, конечно, не очень здорово. А дым.
Что там внутри? Посмотрим в печке. О, какой там огонь. Все аж трещит. Жар сильный. Вот так вот и выскакивают искорки. Здесь вот регулятор. Но он не очень-то легко двигается. Это надо, видимо, вот с этими вот поработать, отогнуть чуть-чуть. Пока не буду трогать, потом разберусь. Дверь сварена из двух частей на петлях. Вся она на петлях. И вот здесь петли. И сама дверца на петлях. И сзади тоже на петлях. Стержни, которые удерживают проход снаружи. Вот это патрубок. Видно, что он из титана посинел, а труба скорее чернеет. Потому что она из никелевого сплава. Сплав пермалой. Сплав с особыми магнитными свойствами. Посмотрим, как она себя поведет при эксплуатации. Ну и необходимо делать здесь вот на конец трубы искрогаситель. Заодно, чтобы он позволял ее фиксировать. Сейчас я ее подфиксировал просто ветками. Как видно, тут ничего не горит уже, потому что в этом месте труба нагревается не очень сильно. О, какой дым. Идет дым. Вот так вот. Первые огневые испытания печки, которая создаст совершенно новые возможности для зимних и позднеосенних, ранневесенних походов. Вот еще один предмет, необходимый для работы с печью. Это топор. Давно у меня этот топор, но только недавно я его починил. Сделал клин. Вот. Новый клин, он дубовый. Этот клин вставлен там специальным образом, чтобы не расшатывался топор. Вот. Сейчас поколю эти на четвертинки, чтобы топить печь. Она на печь уже раскочегарилась, и дыма нет. Уже высохли внутри дрова. А вода все никак не закипает, медленный процесс. Это не так быстро, как на газу или там на костре. Потому что титан, титановая кружка, титановая печка прилегает не идеально ровно. То есть кипятить на ней, конечно, не так быстро, как на открытом пламени. Но ничего, зато наверняка жарить на ней хорошо. Чтобы не было перегрева локального какого-то. Может что-то тушить. В общем, готовить на ней можно. Снег таять, опять же, на этой печке. Есть варианты подобной печки с специальным сверху люком, позволяющим ставить туда котел, кан такой овальный, прямо в огонь. Но я подумал, что такого не стоит делать, потому что основное назначение это, конечно, просто обогрев. А готовка на ней это вспомогательная, так сказать, функция. Тоже хорошая, но вспомогательная. А так вот. Ну, наконец, вода закипела. Конечно, не так быстро, но опять же надо еще понимать, куда ставить. Из-за этих ребер жесткости тут не везде контакт идеальный. Но, в принципе, ничего страшного. Закипело. Сейчас заварю чай. Печка будет догорать. Дождь пошел на улице. Вот. Сейчас посмотрим, что там внутри. Ух. О как.
рев. Все сгорает. Дров-то совсем, в общем-то, немного туда пошло. Кругом жар, сильный жар. Я даже не представляю, в такой палатке это будет, конечно, как баня. Но, с другой стороны, когда холодно, все это уравновесится и будет тепло там. Вот так вот она горит. И вода кипит. А кругом дождь, осенний лес. Прекрасная вещь. Надеюсь, она поможет перейти на совсем другой уровень в походах в холодную пору. Теперь следующее будет испытание внутри палатки. Но это когда будет проходной узел из стеклоткани. Отверстие-то есть, вокруг него липучка, но проходного узла пока нет. Вот заказал тоже на Алиэкспрессе. Скоро придет. Думал сам сделать из какого-нибудь сварочного одеяла или из асбестового там стеклоткана. Но потом думаю, да ладно, закажу готовый. Че буду возиться? Ну, какая красота. Цветами разными. Синий, фиолетовый, титан. Окисная пленка образуется. Красиво. Ну что ж, пора заваривать чай. Дождь идет. А возле печки очень жарко. Труба нигде не дымит, не пропускает дым по всей своей длине. Это хорошо. Вот буду думать, как сделать искрогаситель или фиксатор наверх трубы. По идее, он должен быть такой же, как вот этот патрубок. Только закрытый с одной стороны и имеющий какие-либо там отверстия или щели, чтобы искры, вылетая оттуда, гасли, переходя резко из одной зоны в другую, они гаснут. Поэтому с дырочками делается искрогаситель. Это надо сделать, поскольку искры могут упасть на тент, он синтетический, прожгут, ни к чему это не надо, будут дырки. С этим вопросом тоже надо озаботиться. Ну а так, конечно, великолепно. Печка маленькая, легкая, очень интересная. Вся полностью складывается, разбирается. Никакие детали не потеряешь. Единый комплект. Вот только палочки вот эти, на которых она стоит, надо с ними тоже будет что-то сделать. Отдельный мешочек, возможно. Ну и какие-то перекладины внизу, чтобы устанавливать их зимой на поленца какие-то, на палки деревянные, чтобы в снегу это все не таяло. Под ней же будет плавиться снег. Жар-то идет ого-го какой. Так что это все надо дорабатывать. Но это приятное занятие. Вот так вот. Ну вот, разбирается печка и труба на вот такие компоненты. Сама печка, собственно, 4 штыря, тоже титановых. И труба с кольцами и патрубком. Вот оно вот так вот все. Все очень компактное, маленькое. Очень удобно. Печь представляет себя единый монолитный предмет на петлях. Поэтому никакую деталь от нее случайно не получится потерять. Дождь идет. Ну, можно считать, что печь испытана в реальных суровых условиях эксплуатации. В осеннем лесу с дождем. Осенний лес.
Конец сентября. Вот сейчас упакую ее в чехол и домой. Печь испытания прошла. Очень мне понравилась ее конструкция, удобство. Печь великолепна. Наши умельцы в Екатеринбурге делают просто шикарную печь. Я думаю, что она намного лучше импортных. Ну и по цене она тоже немного подешевле. Конечно, нельзя сказать, что это совсем дешевый предмет, но не как импортные. Ну и по конструктиву своему это гениальное изделие. Посмотрим, как она покажет себя в реальных условиях, в походе, в палатке. Но пока могу сказать, что я очень доволен ее работой. Печь удобная, хорошая, маленькая, легкая, складная. В общем, все хорошо.